Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. В этом видео мы продолжим говорить про историю русского языка, и конкретно это видео будет об истории русского мата. Мат – это неприличные слова, матерные слова или абсцессная лексика. То, что не следует говорить в приличном обществе. Но кто мы такие, если скажем, что мы не используем матерные слова? Да, я тоже тот человек, который знает эти матерные слова, который иногда использует матерные слова в каких-то очень эмоциональных ситуациях, обычно, когда я крайне недовольна и хочу показать свое недовольство, или когда мне бывает неожиданно больно. Но вот в данном случае, наверное, при боли я не сразу вспоминаю матерные слова, а уже чуть попозже. Но в этом видео вы не услышите ни одно матерное слово, потому что мы не будем учить русский мат, мы разберемся, как появился мат в русском языке, какие у него корни, вообще какие бывают варианты русского мата. И начинаем. Нередко можно услышать миф, что русский мат произошел от татаро-монгол. Именно в период татаро-монгольского ига русские люди заговорили матом. Но нет, это было не так. Мат появился задолго до татаро-монгол, и люди достаточно активно использовали мат в речи. Вообще у абсцессной лексики древнеславянские истоки. В общем, мат – это исконно славянские слова. И вообще мат связан с язычеством, то есть матерные слова появились в период до крещения Руси. Абсцессная лексика возникла с первобытной магией плодородия. Вот все эти детородные органы, им во времена язычества придавалось прям сакральное значение. Ну, давайте будем взрослыми людьми, это логично. Рождение потомства. Все это люди не до конца понимали и придавали этому какие-то магические функции. И часто для продолжения потомства как раз и использовались все эти магические абсцессные слова, матерные слова. То есть, если вы хотели ребенка, то кто-то вам делал заговор, говорил, наговаривал вам вот эти вот матерные слова, чтобы наверняка у вас было потомство. Но с принятием христианства вот эти вот слова стали считаться плохими. У них, конечно же, были греховные значения, а для церкви, для религии считалось и считается запретом об этом открыто говорить, открыто заявлять. И поэтому все эти матерные слова уже с принятием христианства приобретают оттенок сквернословия, плохих слов, табуированной лексики. Но если что-то запрещается, значит, будут люди, которые захотят обходить эти запреты. И я предположу, что где-то чуть позже матерные слова считаются словами революционными. Когда человек использует матерные слова, он хочет показать, что он идет против обычаев, идет против устоев, религиозных устоев и хочет изменений, хочет показать что-то новое обществу. Ну, например, Александр Сергеевич Пушкин в своих непубликуемых стихотворениях активно использовал мат. Да и Лев Толстой тоже писал мат. Кстати, именно с начала XIX века у мата появляется вот эта вот функция оскорбления достоинства личности.
И, кстати, в церковных книгах тоже писали мат, но это было как раз в варианте в значении оскорбления. Оскорбить женщину, которая занимается какими-то греховными делами. Не будем говорить, какими конкретно, хорошо? Ну а большое распространение мат получил именно в 20 веке. Именно 20 век – это век развития русского мата, когда от 4 основных корней начали образовываться невероятное количество новых слов. Ну, вы помните, что в русском языке много аффиксов, суффиксов, префиксов, окончаний, и много слов мы можем придумать, сделать, образовать от 4 корней. Кстати, вот эти 4 корня. Как я и говорила, я не буду в этом видео говорить матерные слова, да и писать я их тоже не буду. Попробуйте догадаться из пиктограмм. И, пожалуйста, в комментариях, но если вы и будете писать те самые матерные слова, пишите их как-то завуалированно. Не люблю я читать мат, ну вот честно. Ну, давайте посмотрим. Вот, например, первый корень. Это слово произошло от славянского слова «побег», отросток. То, что у нас есть у деревьев в начале весны. Дальше уже слово развивается и появляется значение плод, шишка и так далее. Вот это вот слово от проиндоевропейского корня. И значение, кстати, тогда было точно такое же, что и сейчас. Детородный орган. А вот у этого слова есть несколько вариантов происхождения. Или это проиндоевропейское слово с тем же самым значением. Или даже с древнегреческого, а может и со санскрита. А вот у этого слова интересная история. Это от славянского слова, что обозначает блуд, заблуждение, ошибку, грех. Ну, грех уже появился после. Изначально это, конечно, просто ошибаться, заблуждаться, а потом уже добавили значение греха. И так часто называли женщин, которые либо сделали ошибку, либо обманывают, лгут, тоже грешат. Ну что, мне кажется, в этом видео мне удалось не назвать ни одного матерного слова. У нас в этом видео были только пиктограммы, и я постаралась рассказать вам историю русского мата. Важно, я не рекомендую говорить матерные слова активно, везде и всегда. Нет, в каких-то ситуациях матерные слова, да, могут быть. И да, русские люди не без греха, мы говорим матерные слова. Но вот изучать матерные слова на уроке я не позволяю своим студентам. Если хотят, они учат его уже самостоятельно. Я могу помочь, рекомендовать какие-то пособия, какие-то подкасты, какие-то книги, статьи, где мои студенты могут выучить эти слова. Но лучше всего их учить уже в реальной речи, общаясь с носителями русского языка. Ну что, вот и все. В этом видео мы поговорили про историю русского мата. А если вам интересно узнавать историю русского языка, то пишите, какую еще историю вы хотите услышать. И сегодня все. Давайте дружить, общаться в социальных сетях, подписывайтесь на канал и пока-пока. До скорой встречи!